Всем привет! До BlizzCon осталось уже совсем немного, и похоже именно там мы наконец узнаем, что Blizzard вообще готовит для будущего Classic WoW. Ну и конечно главная тема для жаждущих фанатов — Classic Plus. Если вдруг вы с этим понятием не знакомы, то по ссылке в описании вы сможете посмотреть про него подробное видео от меня. Про Classic Plus говорят уже несколько лет. Сейчас у нас есть Камелот, связанный с непонятной веткой 1.60, датамайны, намеки разработчиков и куча других мелких деталей. Но мне стало интересно другое. А с чего вообще все это началось? Когда люди впервые всерьез начали обсуждать идею Classic Plus? Что под этим вообще понимали еще несколько лет назад? Как менялось это представление и менялось ли оно? Как на это реагировали и что делали Blizzard? Какую роль во всей этой истории сыграл Season of Discovery и как в итоге мы дошли до проекта Камелот? Поэтому перед BlizzCon 2026 я решил попробовать восстановить всю хронологию Classic Plus. Не только последние сливы и датамайны, а буквально начиная с первых лет после анонса WoW Classic. Потому что если собрать все эти события в одну линию, становится намного интереснее смотреть на то, что происходит с Classic прямо сейчас. Погнали! Может, кого-то это удивит, но про Classic Plus люди всерьез говорили еще до релиза самого Classic. Напомню, официальный WoW Classic вышел только в августе 2019 года, а анонсировали его еще на BlizzCon 2017 в ноябре. Прошло буквально несколько дней после анонса, а в сообществе уже появляется широко обсуждаемый термин Classic Plus. Говоря о крупных площадках, одни из первых упоминаний были на сайте MMO Champion. В целом, до анонса на BlizzCon само это понятие было не так, чтобы распространено. Хотя, если копнуть глубже, то термин Classic в контексте WoW использовался уже в ранних видеопроекта Nostalrius. Выходит, что Classic еще даже не существовал как выпущенная игра, а Classic Plus уже существовал как идея, причем дальше эта идея довольно быстро начала обрастать конкретикой. Чуть позже уже вовсю люди обсуждали, что вообще будет происходить после Naxxramos'а, потому что ванила, конечная игра, есть последняя фаза, последний рейд, а дальше контента просто нет. И вариантов по пути обсуждали два: перейти в Burning Crusade, либо оставить 60 уровень, сохранить философию ванила и начать добавлять новый контент. Новые рейды, активности, возможно новые зоны, но не идти по той же дороге, по которой когда-то пошел ритейл. А в июне 2018 года на MMO Champion уже прямо появляется формулировка Classic Plus System. Так что к 2019 году идея была уже далеко не новой, но именно перед релизом Classic обсуждение стало заметно массовее и дошло до официальных форумов Blizzard. Например, в мае 2019 появляется тема «Что будет после Classic?», а 10 июня появляется отдельная тема с прекрасным названием. Примерно переводится так: Classic Plus — это план развития на будущее. И вот там Classic Plus описывает уже практически так, как его понимают сегодня. Продолжение Classic WoW, но с новым контентом, с новыми системами и в рамках философии классического дизайна. А в августе 2019 года, во время большой Reddit Amma, это такая сессия вопрос-ответ, это все уже спрашивают напрямую у разработчиков Classic. Blizzard тогда дверь ни перед одним вариантом не закрывали. Они говорили, что перейти в Burning Crusade технически будет проще, потому что большая часть тяжелой работы уже сделана, но окончательное направление хотят выбирать исходя из того, чего захочет само Classic комьюнити. И после этой беседы игроки на форуме Blizzard начинают расписывать уже довольно подробные варианты. Как Classic Plus вообще мог бы существовать? Ну, например, оставить обычный Classic как неизменную музейную версию, что в итоге, кстати, сегодня практически и произошло. Это Classic Era. А Classic Plus вынести в отдельную ветку, где Blizzard добавляет изменения, игроки их тестируют, дают фидбэк, а неудачные решения можно переделывать. Знакомо звучит, да? Это очень отдаленно уже напоминает Season of Discovery. Обсуждают тут, конечно же, и Burning Crusade. Более того, тут уже в пример приводит тот же Old School RuneScape, где новый контент во многом проходит через голосование сообщества. И примерно в то же время Амар Гонзалес и Брайан Бернингем приходят на Classic Cast. Там их отдельно спрашивают про Classic Plus, БК, фреш-сервера и другие варианты будущего Classic. И ответ примерно такой: мне нравятся все эти идеи, они все отличные, но сегодня нам нечего анонсировать. В общем, уже к лету 2019 года, еще до релиза самого WoW Classic, идея Classic Plus была вполне сформированной. Ванила, но с новым контентом, без обязательного перехода в БК и желательно с отдельной веткой развития. И главный спор тогда был ровно тем же, что и сегодня. Должен ли Classic просто снова повторять историю World of Warcraft? Или в какой-то момент ему стоит пойти своей собственной дорогой? И вот этот спор спустя почти 9 лет как будто по сути никуда и не исчез.
Но в итоге люди, которые уже в 2019 году мечтали о какой-то альтернативной ветке развития ванила, своего Classic Plus тогда так и не получили. Blizzard пошли по куда более очевидному пути. The Burning Crusade Classic вышел в 2021 году. И вполне возможно, на тот момент Blizzard вообще поступили правильно. Мы сейчас задним числом можем рассуждать, что надо было уже тогда делать Classic Plus. Но я совсем не уверен, что в 2020 или 2021 годах желающих получить новый ванильный контент было больше, чем людей, которые просто хотели снова пройти Burning Crusade. Тем более успех самого Classic уже показал простую вещь. Люди готовы заново играть в старый WoW. Снова и снова. И зачем ломать то, что прекрасно работает? Однако полностью идея, а что если все-таки немного изменить ванилу, тоже никуда не исчезла. И следующая остановка здесь Season of Mastery, он же Сезон Мастерства или СОМ. Он стартовал в ноябре 2021 года. И это была уже не просто очередная копия Classic. Да, это был опять ванильный фреш, но Blizzard в нем ускорили прокачку, ускорили сам контентный цикл, убрали World Buff из рейдов и начали усложнять старых рейдовых боссов. То есть, грубо говоря, взяли ванилу и сделали такую Classic Plus, ну прям уж совсем на минималках. Ну, практически ничего нового, только небольшой набор изменений поверх уже знакомой игры с заметным уклоном в сторону более хардкорной PvE аудитории. И большим новым хитом, давайте признаем, Season of Mastery явно не стал. Эксперимент получился довольно осторожный. Хотя тут Blizzard уже разрешили себе менять ванилу, но все еще явно боялись отходить от оригинала слишком уж далеко. Наступает ноябрь 2023 года, BlizzCon, на котором Blizzard анонсирует уже совсем другой сезон. Season of Discovery, он же SOT. Вот здесь осторожность куда-то резко пропала. Warlock танк, Рога танк, Маг Хилл, руны, новые способности, переделанные данжи под рейды, разбивка контента по капам уровней, World PvP ивенты. И вот именно с этого момента история Classic Plus становится гораздо интереснее, потому что впервые Blizzard сами начинают делать не просто переиздание старого WoW или ванилу с небольшими правками, а нам дают, ну, реально новый контент и новые системы внутри старой ванилы. Ну, то есть практически то, о чем некоторые люди просили на форумах еще в 2017 году. Почти сразу после запуска Season of Discovery разработчики начали отвечать на вопросы игроков. И действительно надо отметить очень активную работу разрабов с аудиторией. Они ходили к мелким блогерам на интервью, регулярно делились обновлениями. Такого мы уже давно не видели в Classic WoW. Правда, тогда речь еще вообще не шла о каком-то официальном Classic Plus. Например, в декабре 2023 года Агрант отвечал на вопросы WoW Community. И уже там было хорошо видно, как команда воспринимает Season of Discovery. Не как какую-то альтернативную историю Warcraft, а скорее как эксперимент внутри уже знакомого старого Азерот. Агрант рассказал, что еще до запуска сезона они обсуждали подход к новому контенту с Крисом Мэтсоном. И Мэтсон предложил концепцию Found Photographs, то есть условно найденные фотографии. Смысл довольно простой. Разработчики могут показывать новые истории, места, персонажей, но так, чтобы они дополняли старый Warcraft, а не переписывали его. Будто ты нашел старую фотографию, о существовании которой раньше просто не знал. Она сообщает тебе что-то новое, но не меняет все, что произошло раньше. И эта идея очень хорошо ложится на саму концепцию Classic Plus. Потому что в ванилии осталось огромное количество недоделанных зон, сюжетных ниток, ранних концептов и идей, которые Blizzard тогда так и не реализовали. Хотя хотели. И вместо создания какой-то новой альтернативной вселенной, можно попробовать закончить то, что когда-то уже было задумано. Примерно этим уже много лет занимались различные Vanilla Plus пиратки. Та же Turtle WoW использовала старые концепты и наброски разработчиков, в том числе Мэтсона, как основу для своего нового контента. Только у Blizzard, ну скажем помягче, есть небольшое преимущество. У них снова работает сам Крис Мэтсон, есть собственные архивы, старый дизайн, документы, концепты и люди, которые часть этого контента лично когда-то придумывали. То есть им потенциально даже не нужно гадать, а что здесь хотели сделать разработчики ванилы. Они могут просто открыть старый материал и посмотреть. И, что особенно интересно, спустя примерно 1,5 года Blizzard снова будет использовать формулировку найденных фотографий, только уже говоря о следующем крупном Classic проекте. Но до этого мы еще дойдем. Ну а сам Season of Discovery дальше так примерно и развивался. Blizzard что-то постоянно добавляли, меняли, переделывали, иногда откатывали какие-то идеи. Заходили какие-то, мягко говоря, не очень. И все сильнее становилось понятно, что SOT это скорее большая лаборатория, где Blizzard проверяет, насколько далеко вообще можно менять Classic. И где проходит та граница, после которой игроки говорят:
это больше не классик. И вот в феврале 2025 года появляется очень важный комментарий Агранда под видео Hammer Dance, такой вот американский блогер. Да, Blizzard тогда иногда общались с игроками через вот такие вот комментарии под YouTube. Ну ладно, главное другое. Агрант оставляет там прям большое сообщение, полотно текста и впервые сам напрямую использует термин Classic Plus. Правда, формулировки so-called Classic Plus, то есть так называемый Classic Plus. Сначала он объясняет, почему команда вообще не любит рассказывать планы на год или на 2 вперед. Classic команда сравнительно небольшая и поэтому может довольно быстро менять направление. В отличие от огромных проектов, где производственный план расписан сильно заранее. В качестве примера он приводит сам SOT. Изначально Naxxramas должен был стать последней большой фазой, но команда увлеклась разработкой Karajan Crypts и Scarlet Enclave, и в итоге решила сделать полноценную 8-ю фазу. То есть даже планы уже запущенного сезона менялись прямо по ходу разработки. Но дальше самое важное, Агрант прямо пишет, что SOT это не то, что он назвал бы идеальным Classic Plus. И если команда когда-нибудь возьмется за что-то вроде Classic Plus, они захотят сделать игру, которая действительно понравится большинству людей, ожидающих именно такого опыта. А SOT, по его словам, изначально таким проектом не задумывался. И это довольно важное уточнение. Потому что SOT действительно часто называли чуть ли не готовым Classic Plus и неоднократно сравнивали его с теми же пиратками. Но вот сам человек, который руководил разработкой Season of Discovery, не считал его каким-то идеальным Classic Плюсом. Да и походу не считал Classic Плюсом вообще. И уже позже, в апреле 2025 года, на этот раз в соцсети Blue Sky, Агрант еще раз довольно прямо описал, как команда вообще воспринимает Season of Discovery. И он пишет: как и практически все в SOT, это эксперимент. И добавил, что для команды было важно нащупать границы допустимого. И этот поиск продолжается до сих пор. Причем отдельно Агрант поблагодарил игроков и за положительный, и за критический фидбэк. В общем, в очередной раз мы слышим, что SOT работал как большой живой эксперимент, где реакция игроков была частью процесса разработки. Но вот дальше история становится заметно интереснее. 27 мая 2025 года, уже после выхода последней контентной фазы Season of Discovery, на официальном форуме появляется большое такое сообщение от Classic команды. И вот здесь существование большого Classic проекта впервые становится уже официальным фактом. Blizzard прямо пишет, что активная разработка SOT постепенно замедляется, потому что команда переходит к следующему крупному проекту в пространстве оригинального World of Warcraft. Причем Blizzard напрямую связывает его с опытом Season of Discovery. По их словам, SOT показал большой интерес игроков к новому игровому опыту внутри оригинального WoW. А идеи, опыт и уроки сезона команда собирается использовать уже в следующем проекте. И здесь снова появляется та самая концепция — найденные фотографии. Формулировки у Blizzard при этом довольно серьезные. Большие планы, большие амбиции и отдельно долгосрочное будущее Classic WoW. То есть к маю 2025 года мы уже точно знали, Blizzard делает новый крупный Classic проект на базе опыта SOT в пространстве оригинального WoW и рассматривает его как часть долгосрочного будущего Classic. При этом сам SOT не закрывает серверы и персонажи останутся, но активная разработка нового контента по сути заканчивается. SOT свою задачу выполнил, а основные ресурсы команды уходят дальше. Есть еще одно событие, про которое я чуть не забыл рассказать. В начале мая 2026 года Blizzard пригласил к себе в офис сразу несколько крупных контент-мейкеров, тесно связанных именно с WoW Classic. Среди них были Зарио, Эсфанд, Гузу, Савикс и Сода Поппинг. Причем еще до поездки Зарио прямо рассказал на стриме, что на несколько дней едет в офис Blizzard, но объяснить зачем именно он не может. Разумеется, чат тут же начал спамить Classic Plus, а Зарио, скажем так, особо эти подозрения не развеивал. Сам факт поездки, конечно, ничего не доказывал, Blizzard в целом общается с крупными контент-мейкерами, но здесь было интересно именно посмотреть на подбор людей. Это не случайный набор WoW-блогеров. Практически все приглашенные очень плотно связаны именно с Classic, с хардкором, с ванилой, ну и в целом вообще с игрой в старый WoW. Сода Поппинг, например, еще во времена Nostalrius публично поддерживал идею официальных Legacy серверов. Поэтому сообщество довольно быстро решило, что поездка каким-то образом связана с будущим проектом по классику. Но позже, по тому, что рассказал, например, Эсфанд, никакого секретного Classic Plus им вроде бы там не показывали. Никакой демки, ни какого-то билда, ни презентации нового проекта. Ну, по крайней мере, с его слов. По его описанию это больше походило на закрытый такой саммит креаторов по WoW. Blizzard собрали людей, которые хорошо знают WoW Classic, и обсуждали с ним, какие идеи вообще подходят этой версии игры. Что стоит менять, что не стоит менять, что люди хотели бы сохранить от ванилы и куда вообще можно было бы развивать Classic WoW.
Но сам факт у нас довольно-таки простой. За несколько месяцев до BlizzCon Blizzard зачем-то собирает в одном месте группу крупнейших классик-креаторов. Они несколько дней обсуждают будущее направление, подписывают NDA и практически ничего не рассказывают о содержании встречи. Даже Исфан в конце своего монолога об этой поездке показал некий блокнотик, в котором, очевидно, он записывал какие-то идеи, может быть, результаты какого-то брейншторма, и сказал, что будет очень здорово на все это взглянуть позже. Так что, думаю, мы можем себе примерно предположить, что это была за поездочка. Еще одно событие произошло примерно в начале июня, может быть в конце мая. Blizzard рассылает часть игроков большой опрос про возможные изменения в каком-либо новом проекте WoW Classic. То есть конкретно пока непонятно в каком. Про этот опрос у меня, конечно же, тоже есть отдельное видео. Тут мы коротко лишь пройдемся, потому что там было упомянуто. Например, там был список довольно внушительных изменений. Какие-то новые зоны, дуэли, арены, новые модели персонажей, какие-то внутриигровые ивенты, Pet Battle и так далее. То есть все это обсуждалось как возможные изменения для новой какой-то версии WoW Classic. Новые батлграунды, хаусинг, ачивки, трансмог, какие-то графические улучшения. В общем, куча разных вещей. И тут как бы вопрос выглядел практически как, а каким бы вы вообще хотели видеть Classic Plus. Blizzard тут также предупреждали, был такой у них свой как бы дисклеймер относительно всего этого, что не все перечисленные идеи реально находятся в разработке. Часть специально добавлена, чтобы понять, что игрокам нравится, а что они вообще видеть не хотят. Конечно, сам опрос ничего конкретного не анонсировал, но с учетом того, что буквально в те же недели Classic Team уже говорила о том, что у них какой-то новый грядет крупный проект, вполне понятно, что этот опрос наверняка был нужен для того, чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть одни из идей, которые у них тут были. Ну и финальный вопрос тут, конечно, также был довольно-таки важный. По сути, он определял будущее классических серверов. Ну, например, куда бы вы пошли играть, если бы Pandaria, например, закончилась? Classic Era, в какую-то другую версию классики, в Lich King Classic с персонажами из Pandaria Classic и так далее. Так что будем считать это довольно-таки важным событием для нашей истории. А уже в октябре 2025 года появляется первый интересный технический след. В инфраструктуре Blizzard находят новую загадочную ветку 1.60, и выглядело это необычно, потому что современные Classic ветки до этого находились в диапазоне 1.13, 14, 15, а тут внезапно 1.60. Что находится внутри, неизвестно, данные зашифрованы, но единичка вначале как бы намекает, что это что-то по ваниле. Некоторые даже думали, что речь идет о разработке новой фазы Season of Discovery. Про саму ветку у меня есть отдельное подробное видео, но в общем появилась она всего через несколько месяцев после того, как Blizzard официально объявили новый крупный Classic проект. Ну и главное, 1.60 не исчезла, ветка продолжила регулярно обновляться, то есть перед нами был явно живой внутренний проект. А что именно за ним скрывается, тогда все еще оставалось загадкой. Дальше пошли намеки от Близов. В декабре 2025 года Blizzard публикует свой официальный Yearbook с итогами года в разделе про Classic. Они пишут, что команда уже работает над долгосрочным будущим WoW Classic, и рядом с этим текстом дизайнеры зачем-то раскидали целую пачку здоровенных плюсов. Ну да, возможно, это просто дизайн, но учитывая все происходившее вокруг Classic Plus, выглядело это, мягко говоря, подозрительно. Как минимум, Близы прекрасно понимали, какую реакцию подобная картинка вызовет. 8 января 2026 года. Агрен после нескольких месяцев относительной тишины рассказывает, чем теперь занимается внутри Classic команды. И тут выясняется, что еще в течение 2025 года он перешел из гейм-продакшена в гейм-дизайн. То есть, грубо говоря, из роли больше связанной с организацией производством непосредственно в дизайн игры. Свою новую задачу он описывает примерно так: помощь в формировании долгосрочного видения для контента и, в общем-то, нарратива классики. Плюс он продолжает непосредственно работать над новым контентом. При этом Агент отдельно говорит, что его участие в Anniversary в Pandaria, ну, скажем так, стало значительно меньше. То есть один из ключевых разработчиков SOT теперь занимается каким-то долгосрочным контентом и нарративом Classic. А на фоне всех предыдущих датамайнов выглядит это довольно показательно. Ну и, конечно же, стоит упомянуть про старт фанатского проекта Classic Plus, где основной целью было собрать мнение игроков, и были запущены опросы, которые собрали сотни тысяч ответов. Хоть разработчики напрямую к нему не имеют никакого отношения, однако, как мы можем видеть по этому комментарию, они в курсе, что такой проект есть. Ну и происходит еще одна довольно забавная сцена. 29 января 2026 года Blizzard проводит State of Azeroth. По сути, такой небольшой онлайн-ивент, где Холли Лонгдейл и Йен Хазикостас рассказывают о будущем
WoW. И в Classic блоке сначала речь заходит в том числе про Китай, там Blizzard развивает отдельную версию Titan Forge. Но сразу важно понимать, эта история именно для китайского рынка, и по контексту выступления было понятно, что западным игрокам просто выдавать Titan Forge как следующее глобальное развитие классики никто не собирается. Потому что сразу после разговора про китайский классик Холли отдельно обращается уже к игрокам классик по всему миру и говорит, что им есть чего ждать. Потом начинает фразу «Я очень рада объявить», и тут ее демонстративно прерывают, после чего она отвечает примерно «Ладно, видимо, оставим это на потом». Как мы тогда уже понимали, на потом это, видимо, BlizzCon, потому что прошло уже около 7 месяцев, а никакого анонса не последовало. Да, конечно, очевидно, что вся эта сценка полная постанова, но смысл довольно прозрачный. Blizzard буквально тизерят еще один неанонсированный проект для глобальной классик аудитории. И это подтверждается даже не только самой сценкой. В официальном письменном сообщении Blizzard потом отдельно написали, что все вышеперечисленное — это еще не все, что они готовят. И что классик игрокам по всему миру есть чего ждать. Уже 7 мая известный датамайнер Стивен публично оставил довольно прозрачный намек на существование проекта с таким кодовым названием — Камелот. А уже 16 июня появляется уже куда более конкретная находка. В данных Blizzard обнаруживают записи World of Warcraft Camelot Heroic и World of Warcraft Camelot Epic. И самое важное, Camelot связывает именно с той самой загадочной веткой 1.60. То есть теперь у неизвестного проекта появляется хотя бы внутреннее имя. Что это конкретно значит, мы пока не знаем. Хотя буквально тогда же, в тот же день, по интернету снова начинает вируситься довольно мутная фотография из прошлого. Якобы внутреннего роудмапа Blizzard по всей франшизе Warcraft. Я про этот слив уже сделал отдельное большое видео, поэтому здесь второй раз подробно разбирать весь этот шведский стол не буду. Ссылка в описании. Для нашей хронологии важен лишь только один момент. На этом roadmap уже был указан проект Camelot. Причем именно в контексте классик. И поначалу это выглядело как довольно удобный фейк, потому что фотография нормально разлетелась уже после того, как название Camelot стало публично известно из датамайнов. Но потом люди начали копаться в старых обсуждениях, и выяснилось, что эта фотография была опубликована уже 9 августа 2025 года, то есть примерно за 10 месяцев до июньского датамайна Camelot. Это не делает весь родмап автоматически настоящим, и тем более не означает, что все сроки и проекты на нем до сих пор актуальны, но версия, что кто-то нарисовал этот фейк после датамайна про Camelot, уже после этого практически отпадает. И лично для меня это, если и не подтверждение подлинности, то очень серьезный аргумент в ее пользу, потому что совпадение получается уж слишком специфическое. Ну и пока мы с вами все ждем BlizzCon, Стивен продолжает ковыряться в зашифрованных данных, потенциально связанных с Camelot. В августе он нашел парочку находок. Ну, тут сразу дисклеймер, что все эти объекты в данных действительно существуют, а вот связь их именно с Camelot, тем более их значения, пока остается лишь интерпретация датамайнера. Например, нашли 2 зашифрованных маунта, дворфский медведь и какой-то Cat Skyborn Mount, который пока остается тоже зашифрованным. Причем для кота нашли 4 цветовых варианта, поэтому появилась теория, что это может быть расовый маунт, а значит где-то рядом, возможно, скрывается и новая раса. Интересно и другое, что у этого маунта есть отдельная ритейл-версия и отдельная классик-версия. Поэтому Стивен предполагает, что какие-то награды нового классик-проекта могут выдаваться одновременно и в ритейл. Например, за покупку Heroic или Epic Edition. Что звучит вполне по-близзардовски, но пока это только теория. Кроме маунтов нашли еще 2 зашифрованных трансмог-сета, игрушки, табарды и прочая мелочь. Но буквально следом появился еще один куда более интересный датамайн, уже связанный со старой картой Азерот. Стивен нашел новые данные в Eastern Kingdoms и Калимдор. Причем часть из них находится в довольно странных местах. Там, где в старом Азерот вообще нет нормального игрового пространства. Например, восточные Burning Steppes, между Redridge и Badlands и так далее. То есть как раз в тех огромных пустующих участках карты, которые фанаты годами обсуждали как возможные территории для Classic Plus. Похожие находки есть возле Хиджал и даже западнее Stranglethorn Vale. И, конечно, народ сразу начал строить теории про расширение старого Азерот. Но пока тут лучше сильно не разгоняться, потому что часть этих данных находится возле воды. И у находки может быть какое-то обычное скучное техническое объяснение. В общем, что именно это такое, пока никто не знает. Но сам факт интересный. Blizzard добавляет новые данные в старые континенты, в том числе пустующие части карты. Связано ли это с Camelot, с будущим классик-контентом, пока неизвестно, но на фоне всего остального выглядит как минимум любопытно. Также Стивен следит за обновлением ветки 1.60, которая, если вы посмотрите предыдущее видео, узнаете, что отделилась от ветки 1.61. Она, похоже, готовится к тому, чтобы быть использованной как демка на BlizzCon, но это пока только теория. Но вот мы и добрались до сегодняшнего дня. И если очень коротко подвести итоги, то путь получился довольно интересный.
В 2017 году Classic Plus был просто идеей игроков. В 2023 Blizzard запускает Season of Discovery и начинает уже сами активно экспериментировать с ванилой. В 2025 Agrat напрямую говорит про так называемый Classic Plus. Ну а затем Blizzard уже официально объявляет о работе над следующим крупным проектом в пространстве оригинального World of Warcraft. Ну а потом появляется загадочная ветка 1.60. В 26 году с ней связывают внутреннее имя — Камелот. Появляются Heroic, Epic лицензии, награды, какие-то сливы, возможно старый роудмап, где Камелот еще фигурировал до публичных датамайнов. То есть мы прошли путь от «было бы круто когда-нибудь получить Classic Plus» до ситуации, когда существование какого-то крупного Classic проекта уже можно считать фактом. А вот является ли этот проект именно Classic Plus, как он будет называться, будут ли там те самые новые зоны, расы, какая будет прогрессия и вообще, насколько Blizzard далеко решат зайти, мы пока не знаем. Официального анонса на момент записи все еще нет. Но оснований ждать чего-то действительно крупного сейчас явно больше, чем когда-либо раньше. И именно поэтому грядущий BlizzCon 2026 настолько интересен, потому что если все эти датамайные заявления Blizzard действительно являются частями одного проекта, то рано или поздно его придется наконец показать игрокам. И возможно история, которая началась с форумных обсуждений еще до релиза WoW Classic, наконец получит свое продолжение. Ну а теперь вопрос к вам. Что лично вы ждете от потенциального Classic Plus? Пишите в комментариях. Ну а BlizzCon я, разумеется, буду стримить и организую вам перевод. Так что подписывайтесь на мой YouTube канал, Twitch, Discord и Telegram. Все ссылки в описании. А всем спасибо и до связи.